Привет-привет! Вы на канале Need for Travel, и в этом видео мы перенесемся в одну из самых маленьких, но развитых стран мира. Это третья часть нашей недельной поездки о том, как мы обновляли вьетнамскую визу. В предыдущих видео по ссылке в описании вы узнаете о том, что поесть в Малайзии, как празднуют день рождения индуистского бога Ганеши и почему вам стоит посетить парк птиц, если будете в Куала-Лумпуре. В этом видео мы на 3 дня перенесемся в Сингапур, где найдем дешевую еду, второй по величине в мире аквариум, побываем в самом комфортном для животных зоопарке и расскажем, как нам совершенно бесплатно удалось попасть на финал Формулы-1. Поехали! Сингапур настолько миниатюрен, что на карте это всего лишь малюсенькая точка, хотя географически это 63 острова между Малайзией и Индонезией, причем обе страны видны с некоторых обзорных точек невооруженным глазом. Самый главный и крупный остров, конечно же, остров Сингапур. С названием единственного города сингапурцы не заморачивались, и Сингапур переводится с санскрита как город льва. Но лев необычный, к этому мы еще вернемся. У Сингапура плотные отношения с Малайзией, потому что долгое время эти территории были одной страной. Но после отделения от Малайзии в 1965 году в Сингапуре произошло экономическое чудо. В этой стране победили коррупцию, и Сингапур стал по праву считаться одним из 4 азиатских тигров. Этого титула достойны 4 самые развитые страны Азии, экономики которых стремительно развились в 20 веке. Неудивительно, что Сингапур самая дорогая страна Юго-Восточной Азии. При этом здесь много красивых и интересных вещей, за которые совсем не нужно платить. Начнем с аэропорта. И это наша первая минута в Сингапуре. Первое, что мы здесь увидели, здесь повсюду мягкие ковры и мягкие кресла. Чувствуйте себя как дома. Не зря говорят, что аэропорт в Сингапуре лучший в мире. От количества развлечений здесь глаза разбегаются. Видно, что аэропорт сделан для людей. Можно не только сделать электронное фото, порисовать на трафарете, погулять в саду орхидей, полюбоваться на пруд с необычными рыбками. Ну и просто посмотреть футбол или фильмец. Меня приветствует в Сингапуре. А если времени совсем много, то можно поплавать в бассейне, отправить детей на 5-этажную игровую площадку и даже сфотографироваться в саду с подсолнухами. Это украинцы привыкли к подсолнухам, а азиаты от них просто в восторге. Мы застряли в аэропорту Сингапура на 2 часа, хотя спокойно могли провести здесь целый день. А наши знакомые однажды даже 2 дня ночевали в аэропорту, чтобы сэкономить. Неудивительно, что здесь полным-полно мест, чтобы поспать, подзарядиться и, конечно же, поесть. Мы поднялись на этаж еды. Здесь уже немного дешевле еда. Самое дешевое, что можно было, рис стоит 1 сингапурский доллар и яйцо стоит 1 сингапурский доллар. Несколько лет назад для 12 национальностей, в том числе и украинцам, доступен безвизовый 96-часовой транзит, чем мы и воспользовались. Что вообще значит безвизовый транзит? Это значит, что в Сингапур можно попасть без визы только если вы летите в 3-ю страну и не возвращаетесь в ту, из которой прилетели. В нашем случае мы летели из Малайзии во Вьетнам и на 78 часов задержались в Сингапуре. Если в Сингапуре у нас было бы от 5,5 до 24 часов, можно записаться на бесплатную экскурсию, вас повозят по Сингапуру и вы вернетесь сюда же. Территория Сингапура, как вы уже заметили, очень маленькая и можно было бы ожидать пробки. Но как правительству удалось предотвратить появление пробок? Просто-напросто ввели высокий налог на личный транспорт, и люди стали массово пользоваться общественным транспортом. А почему бы и нет? Общественный транспорт здесь быстрый, комфортный и недорогой. К нему относятся автобусы, метро и даже такси. Для нас самым оптимальным видом транспорта оказалось метро. Местные говорят, что проезд на автобусе и метро стоит примерно одинаково, но метро идет быстрее. Еще в аэропорту у нас был выбор, какую карту для проезда купить, EZ-Link Card или Singapore Tourist Pass. А теперь нам надо добраться до центра города. Для этого мы купили вот такие вот карточки, которые от нас стоят 10 сингапурских долларов. И
она позволяет экономить на проезде, и потом, насколько мы знаем, ее можно вернуть. Это может показаться супер удивительным, но в Сингапуре, от которого до экватора рукой подать, мне понадобилась куртка. Не везде, конечно, только в общественных местах, торговых центрах, кафе и, конечно же, метро. Кстати, в метро Куала-Лумпура было так же холодно, и я уже была к этому готова. Но напрягал не столько холод, сколько колоссальный перепад температуры, когда на улице выше 30 градусов, а температуру в помещениях делают меньше 20. Еще в метро понимаешь, насколько Сингапур мультинациональная и мультирелигиозная страна. Большинство населения здесь это китайцы, буддисты и даосисты, около 75%, малайцы, мусульмане 13% и индусы, индуисты, их всего 10%. Официальных языков 4, и единственный язык, объединяющий все национальные группы – английский, но из-за особенностей акцента местные называют его синглиш, сингапурский инглиш. В основе синглиша сокращенные английские слова с добавлением китайской и малайской лексики. Как и в большинстве крупных городов мира, в Сингапуре есть районы Чайнатаун, где живут китайцы, и маленькая Индия, где вы уже догадались, кто живет. Самое дешевое жилье в Сингапуре в районе Маленькая Индия. Там мы и забронировали места в хостеле. Это был один из самых дешевых вариантов переночевать в Сингапуре. В море-хостеле мы заплатили по $12,5 с человека за ночь и провели там 3 ночи. И на наши даты это оказался один из самых выгодных вариантов, если учесть, что был включен сытый завтрак. И это было для нас очень важно, потому что еда в Сингапуре намного дороже, чем в соседних странах. Завтрак хороший, можно наесться на весь день, всегда есть горячая вода. Прием пищи в обычном для Сингапура заведении может обойтись от $15 до $20 с человека. Но если заглянуть в район для местных, вы найдете заведение, где можно покушать в пределах $3 с человека. В кафе для местных можно заказать скромную порцию риса с яйцом или рыбой всего за $2-4. Кстати, столько же обойдется булочка в заведениях типа Макдональдса. Кухня в Сингапуре также разнообразна, как и национальности. И, конечно же, в большинстве заведений китайские блюда. Мясо тут почти во всем, и даже может быть несколько видов в одном блюде. Как вы уже поняли, это далеко не самая благосклонная для вегетарианцев кухня. Получилось за $3 можно наесться, если вы не очень голодные, даже вдвоем. В поисках еды без мяса лучше заглянуть в индийские кафе. Когда мы только искали информацию про Сингапур, мы сразу же натыкались на раздел про штрафы. И вы можете сами посмотреть, какие они огромные, что лучше не нарушать в Сингапуре. Нам друг рассказывал историю, что женщину оштрафовали в метро только за то, что она хотела развернуть и съесть сосательную конфетку, чтобы ее не укачало. Но говорят, что полиция к туристам более лояльна, чем к местным. Но мы не проверяли. Мы везде слышали, что Сингапур такая супер чистая страна. Да, это так. Но только мы вышли из метро, сразу же увидели мусор. И мы так и не узнали, кто оставил этот окурок в главном заливе Сингапура Марина Бэй Сэндс. Чтобы рассказать о всех достопримечательностях Сингапура, конечно же, одного видео будет мало. Поэтому мы расскажем только о тех, которые посетили сами. Первое место, куда стремятся туристы в Сингапуре, это залив Марина Бэй Сэндс. Это полуискусственный залив, где часть территории намыта. Например, самый известный отель Марина Бэй Сэндс находится на намытой территории, так же, как и знаменитые сады у залива. Сейчас мы направляемся в одно из самых известных мест Сингапура, парк Garden by the Bay. Из холла отеля мы поднялись на 6-й этаж, и оттуда идет дорожка к садам Garden by the Bay. На эту обзорную точку нас повел наш друг Джоуи. До начала самого шоу мы еще успели посетить скульптуру парящего ребенка. Это огромная статуя младенца, который на первый взгляд, кажется, просто парит в воздухе. И только присмотревшись, можно заметить, что архитекторам удалось уместить весь центр тяжести на участке кисти младенца, которая, кажется, только слегка касается земли. И вы представляете, что эти деревья накапливают весь день солнечную энергию, чтобы вечером потом показать людям шоу. Само же световое шоу начинается ежедневно в 19:45.
А если купить билет, то световое шоу можно наблюдать с высоты, гуляя по мосту среди крон искусственных деревьев. Власти Сингапура так продумали, что после этого шоу у вас есть время спуститься к заливу и там уже наблюдать второе шоу света и воды. Оно начинается около 10 часов вечера, но места лучше занять заранее. И хотя я никогда не была большой поклонницей светового шоу, это действо в Сингапуре не может оставить равнодушным. Это не просто музыкальный фонтан, а целая стена воды и света, приобретающая новые формы каждую секунду. Благодаря голограммам можно рассмотреть целые видеоистории на водяной глади. Шоу абсолютно бесплатное и проходит на открытом воздухе. Это отличный повод немного отдохнуть и насладиться энергией воды. В эти минуты вода и свет как будто оживают, и начинается что-то нечто. Что тут рассказывать? Это нужно смотреть вживую. Все это время мы ходим вокруг отеля Marina Bay Sands, и прямо возле него есть огромный шоппинг-молл, который тоже стоит посетить, особенно любителям шоппинга. Если выйти из шоппинг-молла с северной стороны, то вы попадете на мост в форме молекулы ДНК. Как только людям в голову могло такое прийти построить? Интересно, а вы угадаете, какие 4 буквы загораются вечером на мосту ДНК? Ответы пишите в комментариях. Мерлион – это лев с туловищем рыбы. И он очень почитаем в Сингапуре. Здесь всего 7 статуй. На острове Сентоса есть статуя, на которой можно даже подняться, как на смотровую площадку. Остров Сентоса – это остров развлечений, всего в 3 километрах от центрального залива Марина-Бэй. На острове находится единственный сохранившийся до наших дней форт Силоса, который защищал Сингапур еще во время Второй мировой войны. Сейчас же остров Сентоса стал исключительно островом развлечений. Сегодня мы отправились на остров развлечений Сентоса. Там находится один из крупнейших в мире аквариумов и много бесплатных развлечений. Мы сюда добрались на метро до конечной остановки Harbour Front. Оттуда надо было пройти через весь молл, чтобы попасть сюда, откуда мы видим, что на остров Сентоса можно добраться на канатной дороге, на метро или же просто пойти пешком. Нам порекомендовали все-таки отправиться на остров пешком, потому что здесь очень красивые виды. До острова Сентоса по пешеходному мосту вроде недалеко идти, но если вы устали, можно проехаться на эскалаторе. Мы вначале собирались пойти на Сентосе только в аквариум, но он стоит, как оказалось, 39 сингапурских долларов. И нам оказалось выгоднее купить такую вот карточку за 48 сингапурских долларов, которая действует с 10 утра до 7:30 вечера. И она с собой несет 3 поинта. За 3 поинта можно выбрать себе развлечения, какие вы хотите. Но некоторые развлечения стоят 2 поинта, некоторые 1 поинт. Например, аквариум стоит 2 поинта. А другие, например, покататься на велосипеде, на каяках, они всего лишь по 1 поинту. В сумме 3 поинта. Больше всего на острове мы, конечно же, хотели попасть в аквариум, но до этого решили заскочить на корабль Royal Albatross. Этот корабль был построен в 2001 году, но до 2008 года он использовался в соревнованиях. Сейчас же здесь можно заказать еду и напитки в баре после небольшой экскурсии и фотосессии. На этом корабле также организовывают ночные круизы. Стоимость их 195 сингапурских долларов с человека за ночь.
мы еще ни разу не были в таком огромном аквариуме. Но сколько же здесь литров? Мы не могли найти ответ на этот вопрос, пока не услышали, что здесь 85 миллионов литров. И чтобы выдержать такой объем воды, понадобится стекло толщиной 70 сантиметров. Также нас поразило то, насколько в аквариуме уделяют внимание защите акул и другой подводной фауны. Макет этой акулы был сделан из шлепок, которые были найдены в океане и переработаны. Также говорится, что 73 миллиона акул убиваются ежегодно для того, чтобы люди могли попробовать суп из акульих плавников, который очень популярен в Азии. А также можно узнать, что может сделать каждый из нас, чтобы сохранить экологию. Например, пользоваться общественным транспортом, не использовать свет, когда не нужно, и использовать вентиляторы вместо кондиционеров. А для детей даже есть специальный интерактив. Они как бы участвуют в квесте и при этом узнают что-то новое о подводном мире и бережном отношении к природе. В нем даже Оля поучаствовала, моя маленькая девочка. Чтобы детям было интереснее изучать рыбок, здесь придумали развлечения для них. Одно из них – это квест. Надо собрать еду для 5 видов рыб. После этого мне поставят штамп, что я накормила конкретную вид рыбки. Первое впечатление после того, как выходишь из аквариума, как же тепло. Наконец-то можно снять куртку. У меня уже начало першить в горле. У меня замерзли настолько руки, что у меня палец уже начал неметь очень даже. Ну, понятно, ладно, я люблю тепло. 30 градусов для меня идеально, но даже Юра замерз. Просто нос замерз и все. Сейчас отогрею так. Если будете в Сингапуре, обязательно загляните в аквариум. Это стоит 39 сингапурских долларов и 3 часов времени, которое мы там провели. Мы хотели прокатиться еще на прокатных велосипедах по острову, но было уже слишком поздно, и мы решили быстренько подняться на самую высокую обзорную точку Tiger Sky Tower. Мы сейчас будем в этом вагончике подниматься на высоту 131 метра. Это высота башни. О, круто! С этой обзорной точки мы увидели даже две соседние страны – Малайзию и Индонезию. Путешествие на Tiger Sky Tower заняло около 15 минут. Оказалось, это самая высокая обзорная точка в Юго-Восточной Азии. Советую подняться. Подъем получается по спирали. Потом круга 3 на самой высшей точке, и потом вы спускаетесь вниз. А у нас уже нет времени, и мы отправляемся на Формулу-1. Это какое-то невероятное совпадение, но когда мы взяли билеты в Сингапур на середину сентября, то оказалось, что эти даты случайно совпали с Формулой-1 в Сингапуре. До этого я даже подумать не мог, что попаду на Формулу-1. Это дорого, и на нее надо подбирать даты, время, билеты и тому подобное. Ну, в общем, это нелегко. И тут случайно оказалось, что наш сингапурский друг Джоуи – волонтер на Формуле-1. И как волонтеру ему были положены 2 бесплатных билета для родственников. Так как родственников в Сингапуре у него нет, то он решил подарить эти билеты нам. Так что на всякий случай нам пришлось выучить имена членов его семьи. Очередь за пивом, смотри. А, и вот стоят, пьют пиво. Формула-1 длится несколько дней, с пятницы по воскресенье. Для тех, кто не знает, первые 2 дня проходят квалификационные заезды, а финальная часть в последний день. У нас были билеты как раз на финальный заезд. Наши места оказались посередине, ни вверху и ни внизу, а с видом на залив Марина-Бэй, вокруг которого мы уже гуляли предыдущие дни и слышали, как происходят квалификационные заезды. Стоимость мест в нашей зоне только на один день была 200-300 долларов с человека, но все места вокруг были забиты. Сразу авария. О, это ж Феррари! Вот, повтор. Вот, пошел на обгон. Мы могли наблюдать болиды только в тот момент, когда они с визгом проносились мимо нашей трибуны. Зато напротив нас был огромный экран, в котором можно было смотреть, как в телевизор, наблюдая за ходом гонки.
Но все равно этот гул толпы и визг колес были незабываемыми. Фаворитом гонки был Льюис Хэмилтон из команды Mercedes. Неудивительно, что британские флаги были повсюду. Но самое главное интересное, как сказал наш друг Джоуи, это праздничный салют. Мы приехали в самое начало, прям от минута в минуту до начала гонки. Территория трассы Формулы-1 поделена на несколько зон. Мы знали, в какой мы будем зоне, но мы не сразу нашли вход в эту зону. Поэтому пришлось потратить примерно час-полтора, чтобы найти вход. Сама гонка оказалась в этот раз достаточно скучной, мало было обгонов, но фейерверк был просто потрясающий. Это был самый лучший фейерверк, который я видел в своей жизни. После гонки людей выпустили на трассу, где вот-вот гоняли болиды, чтобы те могли сфотографироваться с отпечатками резины их фаворитов. Ай. Что-то ты медленно, а болиды быстрее ездили. На пит-стоп. До утра. А работники сразу же приступили к демонтажным работам, ведь уже на следующий день эта дорога была открыта для транспорта. Каждый этап Формулы-1 сопровождается концертом с приглашенными знаменитостями. Еще одно место, которое мы очень хотели посетить в Сингапуре, находится за городом. Это зоопарк, совершенно другого типа, где его создатели решили максимально отойти от идеи животных в клетках. Сегодня мы отправляемся в сингапурский зоопарк. От метро Хатип можно добраться на автобусе или шаттле прямо до сингапурского зоопарка. Проезд стоит $1 сингапурский доллар. И автобус прям украшен символикой зоопарка. И возле переднего стекла сидит большой плюшевый тигр. Создается ощущение, что в зоопарке очень бережно относятся к животным. Многих животных здесь можно увидеть совсем на свободе, прыгающими по деревьям или ползающими прямо за тобой. Идешь ты такой по зоопарку, и тут неожиданная преграда в виде варана. Тут даже есть какие-то таблички, которые говорят о том, что в любой момент кенгуру может перейти дорогу, так что не удивляйтесь. Периодически можно даже отдыхать, посещая шоу с дрессированными животными. Мы даже увидели оригинальный способ кормления обезьян, когда сотрудник зоопарка кидает капусту семье орангутангов. В сингапурском зоопарке есть даже зона тундры, и здесь жил медведь по имени Инука. В этом году он умер, ему было 28 лет, хотя в среднем белые медведи живут около 25 лет, а в неволе даже 15-18 лет. Ему посвятили целый стенд, и дети даже нарисовали картины, посвященные животному. А еще в сингапурском зоопарке есть классные развлечения для детей. Одно из них — это парк, в котором можно купаться. Прям здесь мягкий пол, поэтому можно не переживать за детей. А еще здесь есть бочка в виде слона, которая
наполняется и раз в несколько минут вода выливается в бассейн. Кроме общего зоопарка, который мы только что посетили, на территории комплекса зоопарка находится еще парк птиц, речное сафари, ночное сафари, где животные выходят на прогулку. Там можно увидеть животных, которых не увидишь в обычном зоопарке. Панду, тюленей и других видов птиц. Так что стоит их тоже посетить. Но я понятия не имею, сколько уйдет на это времени, потому что на один общий зоопарк только ушло 6 часов. Вам надо приезжать сюда на неделю минимум, наверное. У нас оставалось всего полдня в Сингапуре, и мы решили их потратить на то, чтобы посмотреть город. И идеально это было бы сделать, конечно, на прокатных велосипедах. Сейчас мы попробуем снять велосипед в Сингапуре. Велосипед фирмы OFA. Для этого нужно скачать приложение. Мы скачали. Первая поездка вроде как бесплатна. Сейчас мы это проверим. После этого нужно будет подключить свою кредитную карту, и он будет автоматически снимать каждые полчаса деньги. Но приложение не требует подключения к интернету, поэтому снимет, скорее всего, когда телефон подключится к интернету. Эти велосипеды находятся по всему городу, они могут быть в любом месте. Приложение показывает, где находятся велосипеды поблизости. Поэтому искать и смотреть их не надо, вы просто идете к точке и снимаете его. Как происходит разблокировка велосипеда? Нажимаете Unlock, и приложение начинает искать скан-код. Скан-код находится у велосипеда на заднем крыле. Подносите телефон. Единственное, что нужно, чтобы телефон был подключен к интернету. Для этого нужно купить сим-карту. Можно купить туристическую, стоит она от $10. Мы не стали покупать сим-карту на 3 дня, потому что бесплатный Wi-Fi был не только в хостеле, но даже в аэропорту, метро и некоторых других общественных местах. Так как у нас на телефоне нет интернета, нам пришлось ввести номер в приложении, там, где был интернет. Мы получили код, потом пришли и разблокировали. Ну что? В принципе, ездить можно очень даже ничего. Цепь, конечно, ржавая, но все работает хорошо. Велоинфраструктура в Сингапуре нас порадовала. Велодорожки оказались практически везде. На велосипедах мы доехали от района Маленькая Индия, где был наш хостел, до парка Каннин Форт. Проехались по набережной вдоль залива Марина Бэй и оставили велосипеды у станции метро у отеля Марина Бэй Сэндс. Мы уже приехали на Марина Бэй Сэндс, отсюда мы поедем в аэропорт, покатались мы около 2 часов. Поездка была бесплатная, у нас даже не просили номер карты. Это была наша первая поездка, используя это приложение. Конечно, осталось еще миллион мест в Сингапуре, которых надо посетить, но мы не успели за 3 дня, придется вернуться сюда еще раз. А мы сейчас едем в аэропорт, через 2 часа у нас уже самолет в Ханой, так что время нас поджимает, и мы завершаем трансляцию из центра Сингапура. На метро мы доехали до аэропорта, но оно не шло в 4-й терминал, поэтому из терминала номер 3 мы доехали на бесплатном автобусе. Через 10 минут мы улетаем из Сингапура обратно в Ханой. У меня были проблемы с посадкой на рейс. Это ошибка иммиграционной службы, но, к счастью, все уладилось. Мне повезло, что рейс задержали, иначе я на него просто не успела бы и ждала бы до завтра. Пограничный контроль проходится очень просто. Пограничники здесь просто контролируют процесс. Вы же проходите контроль сами. Вначале прикладываете паспорт, потом посадочный талон, потом отпечатки пальцев и все. Потом у вас проверяют вещи, и вы ждете рейса. По-моему, это один из лучших аэропортов в мире. За 3 дня в Сингапуре мы потратили вот столько. И если убрать авиаперелеты, то мы потратили, получается, всего лишь $130 с человека за 3 дня. Как по мне, это очень хорошая цена. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк.
А если вдруг не понравилось, то поставьте дизлайк 2 раза. И подписывайтесь на канал, потому что в следующем видео мы отправимся на другой райский остров. Остров развлечения во Вьетнаме есть, весь покрытый зеленью абсолютно весь.